Меня зовут Оксана. В данный момент я являюсь лидером своей музыкальной группы. В принципе, это основной род моей деятельности. Музыкант, пишу тексты, занимаюсь организацией всех событий, происходящих с группой, идейный вдохновитель, муза и все такое. В раннем детстве я очень сильно хотела быть ветеринаром. Я прям обожала, любила животных и хотела их лечить. А потом оказалось, что я боюсь вида крови. И как бы эта мечта неисполнима. Ну и в целом мне слишком жаль животных, наверное, чтобы как-то там хладнокровно какие-то манипуляции с ними проводить. Потом я начиталась книжек про мушкетеров и хотела быть мушкетером, но с этим тоже не вышло по понятным причинам. Какое-то время хотела быть профессиональным спортсменом в конном спорте, но потом получила травму и ушла из спорта. А в 13 лет ко мне резко снизошло осознание, я не знаю, как это иначе объяснить. Просто одним вечером я поняла, что я буду писать тексты, петь в группе и вот в таком вот духе. Просто поняла и все. И с тех пор это не меняется. Я занималась вокалом прямо с раннего детства, потому что мне многие взрослые, кто меня слышал, говорили, что у меня хорошие данные, плюс у меня идеальный слух. Ну, просто так получилось. Вот, меня отдавали на всякие кружки типа хор, там сольное пение и так далее. Поэтому петь я как бы умела. У меня это уже было исходно давно, в 13 лет. Я пишу стихи отдельно, а вот когда я пишу тексты к песням, это именно сразу как бы у меня в голове звучит как песня, а не просто как стихотворение. Моя мама писала стихи, мой папа писал стихи, бабушка, дедушка, все писали стихи. Но профессиональной деятельностью никто из них творчества не сделал. Мама, например, пишет очень классные стихи, очень классно рисует, но при этом она работает психотерапевтом. Хотя, возможно, в этом тоже есть какая-то доля творческого подхода, я не знаю. Свободной я была всегда, насколько это возможно, живя в обществе. А панк во мне не то чтобы был какой-то момент, когда он прям проснулся, но я все-таки считаю тем моментом, когда я смогла его прям выпустить и дать ему волю и свободу, столько, сколько вообще это возможно, в 13 лет как раз, когда я перешла с обычного обучения в школе на домашнее. То есть это была полностью моя инициатива, просто я в один день сидела в школе, и на меня также мне иногда резко приходят такие осознания. Я сидела на каком-то уроке, не помню на каком, возможно, на географии, и я поняла, что я просто теряю время. Все, что мы проходим здесь, вот за эти 7-8 часов в день, каждый день, я могу проходить спокойно одна. Социум, этот класс, рандомные люди, которых просто насобирали вместе, он мне тоже не нужен. И я просто очень сильно разозлилась на то, что я потратила так много времени, на то, что я просто сижу и слушаю то, что я могу буквально за 15 минут прочитать. Плюс, конечно, были претензии со стороны учителей, что у меня там, я не знаю, ресницы накрашены, скини-джинсы, еще что-нибудь. Я не хотела их злить, я просто не хотела выглядеть прям точь-в-точь, как остальные люди, как и, наверное, все в этом возрасте. А учителей бесило просто все, что угодно. Как только я ушла из школы, как только я забрала документы и перевелась в другую школу на домашнее обучение, я сразу покрасила волосы в красный. Как по мне можно заметить, меня до сих пор не отпустило. После этого я почувствовала, что я могу делать все, что угодно, но вместе с тем я почувствовала, что я полностью несу ответственность за свою жизнь. Не совсем за жизнь, скорее за деятельность. То есть, когда тебе 13-14, твоя основная деятельность – это школа. И если учителя могут тебя заставить что-то сделать, если ты занимаешься уроками самостоятельно один, тебя никто не может заставить, и ты просто полностью несешь за это ответственность. Поэтому в конце 7 класса я, если честно, боялась, что останусь на второй год, потому что как только я ушла из школы, я больше не прикасалась к учебникам вообще. Я просто тусила, гуляла, что-то пробовала, с кем-то знакомилась, но не занималась уроками, потому что меня этот школьный пресс немножечко раздавил. Родители мне очень доверяют. И, возможно, они что-то не одобряли, возможно, что-то их напрягало, пугало или еще какие-то негативные эмоции у них вызывало. Но мне мама сказала, что это теперь на твоей ответственности.
Вот как ты с ним будешь справляться, так и будешь. Я тебя не буду ни в чем ограничивать, не буду пытаться узнать больше, чем ты мне рассказываешь. Я тебе доверяю, и я верю, что ты доверяешь мне. Поэтому ты расскажешь мне все, что ты посчитаешь нужным, и не будешь от меня скрывать что-то важное, что я должна знать. Так и получилось, и с мамой у меня и тогда были прекрасные отношения, несмотря на все мои там психи и прочее. И сейчас прекрасные отношения. С папой то же самое. Я пошла в моделинг вот после того, как проработала года 3, наверное, визажистом в салоне. Забавная история получилась, потому что моя мама в молодости, где-то в 90-х, работала сначала моделью, а потом визажистом. У меня получилось наоборот. Я сначала работала визажистом, а потом, не знаю, то ли у меня какая-то зависть была к тем девушкам красивым, которых я постоянно крашу и бегаю вокруг них, то ли мне просто хотелось попробовать себя в другой сфере. Первая серьезная профессиональная фотосъемка у меня была в 13 лет. У меня была подруга, которая работала с фотографом. Им нужна была модель для съемки в какой-то подростковый журнал. И там одна девочка заболела, и моя подруга предложила мою кандидатуру, и я попала на эту съемку. Мне тогда было 13, мне понравилось, но тогда я не придала какого-то особого значения, просто пофоткалась и все. Так, чтобы заняться серьезно, мне захотелось в районе, наверное, 15-16 лет. Я сначала просто сотрудничала с разными фотографами на условиях там типа ТФП. Потом я поняла, что мне все-таки нужно агентство. Этот период как раз выпал на тот момент, когда начался локдаун, и с поездками куда-то за границу, типа в Китай и прочие страны, куда обычно ездят модели по контрактам, у меня не сложилось. Да и, в принципе, мне тогда это было не очень нужно, потому что я поняла, что, во-первых, я хочу свободно творить что угодно со своей внешностью, а в моделинге ты, когда подписываешь контракт, что у тебя волосы такого-то цвета, такой-то длины и, там, не знаю, столько-то татуировок на тех-то местах, ты не можешь во время срока действия контракта что-то менять. И это как будто бы сдавливало немножко мою свободу, а я прям очень ревностно отношусь к этому. То есть если что-то чуть-чуть где-то нельзя курить, это как бы, это проблема. Просто потому что я хочу, типа, а я назло это сделаю. И вот эти контракты, эти штуки, это было терпимо, но я понимала, что это не то, чем я хочу заниматься дальше и с чем я хочу связать свою жизнь. Первую татуировку я набила в 13 лет. Самая первая татуировка — это маленькие 3 буквы на запястье, D, S и F, английские, и эта аббревиатура значила «гениальное drink, smoke, fuck». В 13 лет, я напоминаю. Я чувствовала себя очень классной. Через 3 месяца я набила еще розу на щиколотке и чувствовала себя еще более классной. Я крутая. Типа, я могу, я классная, у меня в 13 лет татуировка. Возможно, это было так, возможно, это было просто желание попробовать то, чего я еще не пробовала. Потом мне начало нравиться делать парные татуировки. У меня на ноге кружечка пива набита, а у моей лучшей подруги бокальчик вина. И это была моя самая первая парная татуировка. Сейчас у меня парных татуировок около, наверное, 6. Мне начало нравиться использовать тело и татуировки, которые я на себя наношу, не то что как дневник, потому что в дневник ты записываешь все подряд, что с тобой происходит, а скорее как фотоальбом. Потому что фотоальбом — это собрание каких-то воспоминаний в картинках, но ты эти картинки не все подряд туда вставляешь, а именно выбираешь самые красивые, самые важные, и их вот в этот вот фотоальбом красиво друг с другом сопоставляешь, и потом рассматриваешь и вспоминаешь, когда что было сделано и прочее. Тогда я не знала музыкантов никаких лично, и я просто зашла там в какой-то паблик ВКонтакте по музыкальной группе и написала там постик, с пометкой «флут», что я ищу музыкантов из Питера, которые бы хотели со мной играть, что-то попробовать. Тогда я нашла своих первых девчонок, мы с ними просуществовали где-то 1.5 года, наверное, но я тогда не писала еще тексты. Ну и в целом всем было там максимум 17, а мне было вообще 14, поэтому это было просто что-то вроде тренировки. В случае с «Экстраваганзой» я поступила абсолютно так же. Я просто начала писать
посты во всякие группы а-ля музыканты Санкт-Петербурга. И вот люди откликнулись. Мы общаемся как друзья, кто-то с кем-то больше, кто-то с кем-то меньше, но в целом у нас есть неформальные отношения в коллективе. Мы куда-то вместе ходим, что-то вместе делаем, поздравляем друг друга с праздниками и прочее. Ну, например, вот с нашей гитаристкой мы вообще живем. Типа, мы очень сильно сдружились, как-то сконнектились. Она пишет музыку, я пишу тексты. Мы очень много работали над музыкой вначале. Я часто оставалась у нее дома, она у меня дома, и потом мы такие, ну, а что бы не съехаться? Вот, и съехались. Это классно, потому что мы можем в любой момент, типа, у меня родилась строчка, а у меня родилась музыка. Пойдем посмотрим, пойдем что-то сделаем. Это удобно. Просто слово красивое, значение прикольное. Я придумала. Ну, в смысле, я его не придумала, слово есть. Просто я подумала, что, ну, звучит. Звучит и выглядит классно. И значение очень классное. То есть у этого слова несколько значений. Это первое значение — это феерия. Дальше там нелепая выходка, громкая речь. И я подумала, ну, я. Нет, у меня нет лирического героя, я пишу только про то, что происходит со мной. Возможно, это недостаточно творчески, с точки зрения того, что поэты и писатели любят создавать лирических героев и писать от их лица. Я сама для себя свой же лирический герой. Первый альбом, он называется Shabby Walls, это полностью моя история, то есть, как и все песни я пишу от своего лица. Shabby Walls — это именно цельная история каких-то переживаний. То есть там порядок песен, он тоже не просто так расставлен. Это, наверное, что-то, сейчас опять будет банально звучать, что-то не о залечивании разбитого сердца, а скорее даже не о смирении, а о принятии того момента, что тебе разбили сердце. От начала и до конца это история жизни после того, как это произошло. Естественно, все иносказательно, и там не все понятно, но я надеюсь, что атмосфера, и обложка, и название песен, и тексты, они все-таки передают то, что я хотела передать. И, судя по отзывам, которые я сейчас слышу, они передают. Я просто делаю то, что нравится мне. Я делаю то, что нравится мне, и то, что у меня получается делать. Это все-таки больше рок-альтернатива, чем поп, например, или рэп. Хотя, например, наша музыка в первом альбоме, в ней есть элементы поп какого-то жанра, и это как бы тоже окей. Поскольку я меломанка, я даже не могу ограничиться одним жанром. Но вот если прямо так сходу называть, из любимых исполнителей это Queen, это Дэвид Боуи, Пласибо. Все. У нас было, наверное, около 7 концертов сейчас, на данный момент, потому что в прошлом году мы работали над альбомом, и у нас не было цели выступать на сцене. В прошлом году мы выступили только 2 раза. В 2022 мы выступили только 2 раза на фестивалях, просто чтобы почувствовать это, просто чтобы попробовать и показать своим друзьям, что мы вообще делаем. За последние полгода у нас было, наверное, около 5 концертов. Это были фестивали, конкурсы. И последний концерт, наверное, я могу назвать своим самым любимым. Потому что каждый раз мы совершенствуем, улучшаем, что-то добавляем в программу. Плюс всегда разный состав публики. И в этот раз публика была очень активной, пришло очень много наших друзей. Все были в каком-то невероятно хорошем настроении. Клуб тоже был классный, звук отличный на сцене. Это, собственно, все, что нужно, чтобы мне все понравилось. Наверное, последний концерт был самым крутым. У меня не было страха в голове, у меня был страх в теле. Просто потому что непривычно. То есть ярко, громко, высоко. Все эти факторы, это как, например, когда я впервые села за руль,
Я остановилась на светофоре, убрала руки от руля, и у меня руки просто вот так. Хотя я знала, что я еду хорошо, я не боялась головой, но тело, когда с ним происходят непривычные для него вещи, типа там большая высота, яркий свет, экстремальные температуры, новое действие физическое, которое тело никогда не производило, ему страшно. Поэтому, да, я помню, что я вышла, и у меня дрожали ноги, у меня дрожали колени. Но не дрожал голос, не дрожали руки, и в остальном все было прекрасно. Сейчас я очень хочу всегда выйти. То есть возможно, у меня есть мандраж, но скорее от нетерпения. Типа скорее, скорее, скорее. Я хочу увидеть людей там. Я хочу выйти к ним. Я хочу начать петь, танцевать и прочее. Я чувствую себя очень хорошо на сцене. Вектор, в принципе, как и был, у нас это иностранная аудитория, то есть Европа, США, потому что я пишу на английском, я не хочу российскую сцену, я хочу мировую сцену. Те люди, которых знают на российской сцене, их мало кто знает за границей. Конечно, кому-то везет, и кто-то немного переквалифицируется в процессе своего творчества, но тех, кого знают там, знают здесь 100%, а тех, кого знают здесь, не факт, что знают там. Поэтому, если я хочу мировую сцену, лучше начинать не с России. Альбом только что вышел, поэтому, наверное, об анонсах следующих говорить немножко рановато, но планы грандиозные. Например, на лето у нас запланировано 5 клипов, плюс мы собираемся выпустить EP, это маленький альбом, треков, наверное, на 4-5, где-нибудь к осени. Дальше у меня лично в планах полноформатный альбом, тоже где-то треков на 11, 12, 13, там, в таком духе. Возможно, какие-то синглы, возможно, какие-то каверы, документальный фильм. Планов много. Вот на ближайшее будущее такие. Не сдаваться, делать то, что нравится, не гнаться за количеством аудитории, чтобы не стать группой-однодневкой с одной песней, которую знают все, и со всем остальным творчеством, которое осталось в тени.